Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать вам две свои новинки. К сожалению, неизвестно, как они цветут, каким цветом. Продавец растила их с размеров ласки. Это тот же самый продавец, у которого я покупала орхидейку в таком же стаканчике, которая очень крепкая, с хорошими корнями. Орхидейки у нее выращены с любовью. Давайте покажу вам поближе этих красоток. Их две я купила. Одна из орхидеек с очень интересными листьями. Они, как у Леодора, тонкие, ярко-салатового цвета. И посмотрите, у нее даже есть цветонос. Так что, возможно, скоро мы узнаем, что это за орхидея. Мне сказали, что она есть у продавца, дубль. Она сказала, что цветочки мелкого размера и ароматные. Так что я уж не стала мучить ее с расспросами и с тем, чтобы она прислала мне фотографии цветения. Я решила, пусть это будет сюрпризом. Я же люблю сюрпризы. А если орхидея не затормозит рост цветоноса, то, возможно, скоро мы узнаем, что это за цветочек такой интересный. Орхидейки пересажены в большие стаканы с крупной корой. У них хорошая корневая. В пазухах чистотел, который для животных используют от вредителей. И на орхидеях тоже, я слышала, так делают, чтобы не заводились никакие насекомые. Так, показала вам эту орхидейку. И давайте посмотрим вторую, тоже не менее интересную. Посмотрите, какие у нее интересные листочки. Продавец говорит, что она покупала ее с наименованием кофе. А какой кофе, она не помнит. Ни фотографии, ни точного названия. Говорит, что, скорее всего, это коричневатый оттенок цветов. Но мне очень понравились листья у этой орхидеи. Они такие все бугристые. Обычно орхидеи с такими листьями, с мутацией. Вот я купила, чтобы посмотреть. Вот видите, какие листья интересные. Они не гладкие, а ребристые, с выпуклостями. А с обратной стороны еще и со сплэшем по краю листа. Так что я буду с нетерпением ждать распуска и роста, конечно же, этих красавиц. Видите, какие листочки интересные. Одна из орхидеек стоила 400 рублей, а другая 500. В наше время это совершенно демократичные цены. Потому что сейчас очень дорогие орхидеи продают. И чудо найти такие недорогие, да еще и интересные, необычные. Так что давайте ждать вместе и наблюдать за этими красавицами. Буду вам их иногда показывать, как они себя чувствуют, как развиваются. Я их опрыскала, пока еще не поливала. Потому что они, видно, были политы. У них корешочки зеленые. Давайте покажу вам корни. Хорошая корневая. И вторую орхидейку. Вот ее корешочки.
Орхидеи в хорошем состоянии. Мне очень нравится этот продавец. Я у нее купила большую орхидею «Горизонт». Всего лишь за 800 рублей. Давайте вам их покажу. Вот шикарный «Горизонт». Я жду ее цветения с нетерпением. И вот еще орхидейка, которую я купила у этой же женщины. Она не то чтобы продавец, она любитель. Она такой же любитель орхидей, как и я. Просто она увлеклась покупкой орхидей размером фласка, выращивает их. Она часто не знает, как процветет орхидея. Тоже любит сюрпризы. И периодически, как и все мы, избавляется от части своих орхидеек, чтобы купить какие-нибудь новые, уже более интересные сорта, потому что такие орхидейки, конечно, долго растут. И пока они растут, появляется все больше и больше новых сортов орхидей. Чтобы освободить место, которого нам так всем не хватает, приходится иногда жертвовать своими красавицами и продавать их. Я с удовольствием слежу, когда появятся новые орхидейки, чтобы прикупить их. Место у меня пока есть. Я могу себе это позволить. Ну все, дорогие друзья. Буду с вами прощаться. До скорых встреч, до новых видео. Пока-пока, мои дорогие.